Скорее всего, для многих, кто смотрит сейчас этот ролик, уравнение Максвелла — это еще одна скучная тема из школьного курса физики, или, может быть, еще одна скучнейшая лекция по физике из института, которую вы еле высидели. Ну и, конечно же, вы запомнили, что у Максвелла была густая такая борода, хорошая, и это самое важное, что надо знать про теорию физики. Но так или иначе, к сожалению, вопрос уравнения Максвелла часто проходит мимо, тогда как в этой теме скрываются интереснейшие вещи. Фактически именно Максвелл впервые сформулировал, что есть некоторые электромагнитные поля, которые функционируют определенным образом и передают взаимодействие. Фактически Максвелл сформулировал тот факт, что свет — это энергия. Ну и на базе работ Максвелла Эйнштейн начал двигать свои вот эти вот великолепные темы, о которых мы тоже уже много раз говорили. Поэтому уравнение Максвелла — это интереснейшая и важнейшая тема, которая часто проходит мимо из-за того, что кажется просто страшной. И вот эти вот жуткие дифференциальные уравнения, которые практически никто не понимает в момент изучения школьного и институтского курса, просто отталкивают. Наша сегодняшняя задача — заглянуть дальше за вот эту вот страшную и сложную математику и понять, почему тема уравнения Максвелла столь важна для электродинамики, и почему Максвелл — это настоящий папа электродинамики, так же как и Ньютон — папа классической механики. Меня, как и раньше, зовут Юрий Трифонов, и сегодня мы с вами разбираемся в уравнениях Максвелла. Сразу скажу, что глубоко в математику мы не полезем, потому что для того, чтобы дать хоть какое-то маломальски понятное объяснение того, что там происходит, нужно вспоминать весь курс высшей математики. Примерно в 1820-х годах скопилось огромное количество обрывков информации, связанных с исследованиями той или иной темы, связанной с электродинамикой. И каждый ученый, который в этом направлении работал, сделал какой-то вклад. Фактически появились законы Био-Савара, появились законы Эрстеда, появились законы Фарадея, и вся эта информация была разобщенной. На тот момент многие ученые предполагали, что все это должно быть как-то связано друг с другом, но в физике как таковой связи не было. Максвелл, в отличие от многих физиков того времени, прекрасно пользовался математическим аппаратом и прекрасно умел пользоваться как дифференциальным, так и интегральным исчислениями. Благодаря глубоким знаниям математики Максвелл смог объединить все физические представления того времени в некоторую слаженную группу уравнений, объединил знаменитой скобочкой и, как говорится, сказал, что теперь считаем так. Но на самом деле работа была куда более сложная, чем это кажется на первый взгляд, и вы наверняка понимаете, что для того, чтобы объединить уравнение в систему, нужно не просто нарисовать скобочку, а проработать глубоко всю физическую теорию и оценить возможность сопоставления всех представлений того времени в виде их аналитической записи. И так или иначе, полезно наверняка тут будет сказать, что уравнений на самом деле было не 4, изначально, а значительно больше. В общем-то, если обратиться к представлениям физиков того времени, то уже было некоторое сложившееся понимание электрического заряда, хотя никто толком не понимал, что это такое, но как-то вот могли его, грубо говоря, описать. И было представление о том, что электрические заряды друг с другом взаимодействуют. Как этот процесс взаимодействия происходит, никто понять не мог. Люди знали, что есть взаимодействие, люди знали, что есть факт какого-то влияния зарядов друг на друга, но не было понимания, а как, заряды друг на друга могут влиять. И вот тут уже проклевывались идеи существования электрического, на тот момент еще электрического, поля. Что такое поле? Ну, как мы помним из классического определения, это особый вид материи, который существует в случае электрического поля вокруг электрических зарядов. И физики того времени смекнули, что если заряды взаимодействуют, то, как это говорится, как пить дать. Кстати, насчет попить. Заряды взаимодействуют друг с другом именно посредством поля. Но как все это происходит, настолько было непонятно, насколько может быть непонятно. И, естественно, мы с вами, когда изучаем физику, всегда накладываем везде классические представления. Я думаю, я не открою Америку, если скажу, что любой студент, любой школьник, и, собственно, я сам в начале представляют все физические законы, иллюстрировали для себя это какой-либо стандартной классической логикой в виде там шариков, пружинок и так далее. И вот физики того времени, конечно же, пытались каким-то образом описать электрическое поле как какую-то механическую субстанцию. Тут была наложена классическая логика Ньютона, где есть какие-то шестеренки, есть какие-то механические устройства. И эти механические устройства, взаимодействуя друг с другом,
передают взаимодействие электрических зарядов от одного к другому. И теория, конечно, очень красивая, всем она нравилась, она оказалась простой, и поэтому Максвелл на первых порах за нее зацепился и ее подхватил. Та система, с помощью которой Максвелл пытался описать эти механические взаимодействия, получилась невероятно сложной. Настолько сложной, что он сам в ней путался и не понимал в итоге, что там творится. Что уж говорить о тех физиках, которые хуже пользовались математикой, чем Максвелл на тот момент. И Максвелл, ориентируясь на труды Фарадея, труды Эрстеда, на закон Био-Савара, который тогда уже был открыт, предположил, что может быть все-таки природа взаимодействия не совсем-таки механическая. И он сделал очень простое и интересное действие. Он взял те законы, которые существовали на тот момент, взял свои вот эти вот представления о полях, которые он составил, и попробовал все это соединить. Тут стоит отметить, что у Максвелла это вроде как неплохо получилось, и многие физики того времени вроде как, хотя и не понимали математику на том уровне, на котором с ней работал Максвелл, но понимали, что посчитал-то он правильно. И тут же они осознавали, что их классическая логика начинает сыпаться. Ну и тут такая сугубо политическая штука. И эта политическая штука, как бы так сказать, заставила многих физиков критиковать Максвелла, потому что классическая логика уже практически не работала, а та логика, которую предлагал Максвелл, казалась, ну, скажем так, чем-то из рук вон невероятным. Сформировались некоторые знания о электрическом поле, сформировались некоторые представления о магнитном поле, знали даже, что есть электрические заряды, и вроде как догадывались, что как-то это все должно взаимодействовать, но как, естественно, было непонятно. Максвелл привнес некоторые революционные идеи, обозначив, что электрическое и магнитное поле должны взаимодействовать друг с другом. И вспомните вот этот вот знаменитый из учебника график, который наверняка я сейчас приведу на экране, я с картинку найду, а я думаю, ее найду. И вы увидите, что на этом графике есть и электрическое и магнитное поле, которые вместе образуют электромагнитное поле. Фактически сведение всего к электромагнитному полю это была одна из важных заслуг Максвелла. И если про электромагнитные поля на тот момент немножко договорили, то Максвелл буквально математически показал, что никакого отдельного электрического поля, никакого отдельного магнитного поля не существует. Существует электромагнитное поле. Это еще один ценнейший вывод, который появился на базе проработки Максвеллом его знаменитых уравнений. Следующий момент, который обязательно стоит отметить и который является очень важным, это представление о скорости света. И в предыдущем ролике, ссылочка на него, конечно же, есть в описании или там где-нибудь в подсказках бегает, мы уже выяснили, что скорость света, которую использовал Эйнштейн в своей теории относительности, появилась не с потолка, как многие считают. Скорость света появилась в тот момент, когда Максвелл, работая со своими знаменитыми уравнениями, в какой-то момент обнаружил, что одна из констант, используемых им для расчета, оказалась очень близка к значению экспериментальной измеренной скорости света, которая была получена на тот момент времени физиками. И Максвелл предположил, что, наверное, свет это, в общем-то, энергия. Сейчас не буду повторять содержание предыдущего ролика, вы обязательно его посмотрите и обратите на это особое внимание, но скажу тут самый важный тезис. Фактически, работая над уравнениями, Максвелл обнаружил, что свет есть энергия, и эта энергия перемещается со скоростью света. В общем-то, это было на тот момент просто феноменальной штукой, и, насколько мне известно, Максвелл уже начал задумываться над той логикой, которая существовала впоследствии у Эйнштейна, что пространство с временем, связанное посредством скорости света, и скорость света есть некоторый такой клей, который увязывает вот отдельно временное измерение и наше с вами известное пространственное измерение. В какой-то степени все это были мысли Максвелла, над которыми он работал, задумывался, использовал и так или иначе прорабатывал. Но, к сожалению, поскольку уравнения Максвелла всех пугают просто до усрачки, и никто их внимательно после этого не изучает, вот эти вот все представления переносятся на Эйнштейна, а многие потом считают, что Эйнштейн просто вот так вот взял это, откуда-то вытащил и начал над этим работать. Следующий момент, который нужно отметить, это проработка вообще теории поля самим Максвеллом. Мы с вами до сих пор порой гадаем, чем может являться поле. Что такое поле с физической точки зрения? Что это за такой особый род материи? Мы с вами все сводим к механике и пытаемся представить какую-нибудь там воду, вату, одеяло, да что угодно. Но так или иначе, Максвелл уже тогда сказал, что поле это набор параметров.
Это некоторый математический инструмент. Если воспользоваться этим представлением, то и вся квантовая физика раскладывается по полочкам. Ну ладно, не вся квантовая физика, но, по крайней мере, моменты, которые часто нас беспокоят, когда мы прорабатываем вопросы полей. И многие теоретические штуки, о которых потом возникают некоторые вопросы и непонимания. Если поле это параметр, то описать объект в этом поле очень просто и с математической точки зрения, и с физической точки зрения. И фактически вот эта вот логика показывает, что ничего кроме поля и энергии, которая описывается этим полем, ее распределение, ее поведение, больше не существует. Вот то, что я сейчас сказал, это не совсем таки классическое представление о роли Максвелла в физике. Но так или иначе, проработав эту тему, я вижу, что именно работа Максвелла и именно представление поля как математического инструмента с набором параметров позволило говорить про вот эту вот взаимосвязь энергии, материи и вообще всего пространства-времени. Round two. Ну и, друзья мои, поскольку меня просили именно разобраться с уравнениями Максвелла и попытаться как-то их объяснить, я подготовил вот такую вот небольшую распечаточку. Собственно, она на Дзене опубликована. Там можно посмотреть эти все основные вещи по, скажем так, математической составляющей. И меня человек очень хороший, который, скажем так, щедро поддержал проект и попросил проработать тему уравнений Максвелла, попросил как-то разобрать уравнение Максвелла без математики, но, к сожалению, сделать это фактически невозможно, потому что, в общем-то, все уравнения Максвелла это как раз-таки и есть математика. Поэтому тут, видимо, придется вернуться к каким-то основам и попробовать потом все это заново проработать. Первое, не стремитесь глубоко вникнуть в математику. Вам не нужно понимать, что откуда следует математически. Вам нужно разобраться в физической теории. То есть нужно открыть какой-то простой школьный учебник, где все это написано, и пройти прям по... Ну, блин, школьный учебник, я, конечно, сказал неправильно, но, наверное, какой-нибудь простенький институтский учебник какого-нибудь общего курса физики открыть и проработать вот этот момент. Вам надо хвататься не за математику, не за математический вывод того или иного явления, а за его физическую сущность. Потому что без физического понимания того или иного явления вам математика будет бесполезна. Математика это хороший инструмент, но без привязки к тому или иному процессу, который происходит реально, математика бесполезна. Поэтому, если мы даже сейчас с вами проработаем весь вот этот вот математический аппарат, вы большего понимания, как вы писали, что вам нужно сыну объяснить, как это работает, но у вас не хватает знаний, и вы все позабывали, вам эта математика не позволит сыну все это объяснить. Вам нужно исходить из того, что вы будете искать физическое понимание каждого момента вот этой вот сложной и хитрой и пугающей системы. Часто возникает вопрос, что такое вообще индукция, на удивление, сколько вот проводил лекций, занятий, семинаров, сколько на дополнительные занятия ко мне приходили. Всех почему-то пугает слово индукция. Друзья мои, слово индукция, она, собственно, ничего там страшного нет. Индукция это мост, который связывает наблюдателя и теоретические закономерности. Индукция это просто термин, и термин скорее из философии, нежели из физики. Другими словами, индукция это связь, которая позволяет оценить влияние поля или рассматриваемого объекта на изучаемый параметр. Вот это вот просто запомните, что индукция это не какие-то там волшебные удавы, я не знаю, какое слово тут подобрать. Ничего в индукции страшного нет. Индукция это связь. Вот из философии это лучше всего следует. Напряженность магнитного поля это что? Это силовая характеристика магнитного поля. И вот здесь вам нужно понимать то, что мы с вами проговорили чуть выше, что есть некоторое математическое представление о поле, и его силовой характеристикой будет его напряженность в какой-то конкретной точке. А напряженность есть просто, грубо говоря, степень отклонения от некоторого положения равновесия. Вот важный момент, на который я обратил внимание в этой записи. Уравнения могут быть записаны в дифференциальной интегральной форме. На самом деле это фактически одно и то же, но это разное с точки зрения мировоззренческой позиции. Чисто математически такая запись будет правильной. Если вас спросят, как нужно записать уравнение Максвелла, ну, исходите из того, что вы сейчас изучаете, исходите из того, какой момент вы рассматриваете. Ну что ж, там есть великолепный оператор, такой вот треугольничек, и вспомните, это оператор Набла,
он превращается или в дивергенцию, или в ротор. И ротор и дивергенция это тоже основные, скажем так, элементы высшей математики, математического анализа. И дивергенция, по сути, это степень, в которой поток векторного поля ведет себя подобно источнику в конкретной точке. Ой, как это представить-то? Представьте, что у вас есть кран, у крана есть носик, и чем больше этот носик, и чем больше напор воды, тем большее количество воды оттуда выльется. Фактически это и будет дивергенция или расхождение. Это вот такая вот математическая фишечка, которую, если вы еще не изучали в школе, обязательно будете изучать в университете, если будете изучать какие-то технические дисциплины. Следующая штука это ротор. Ну, ротор мы с вами все хорошо из механики знаем, это уже даже там, наверное, до каких-то курсов физики, те, кто интересуется техникой, слово ротор слышали. Фактически ротор поля можно представить как некоторый элемент, описывающий завихрение поля, степень завихрения. И представьте себе, что есть воронка, в которую стекает вода. Вот это вот распределение, как бы это назвать, точек завихрения по этой воронке и будет ротором. Я сейчас картиночку приведу, после того, как эту картиночку посмотрите, сразу поймете, чем является ротор. И, кстати, вы наверняка спросите, а для чего все это нужно? А вот для того и нужно, что в электромагнитных полях, как мы уже выяснили, можно говорить слово электромагнитные поля теперь, постоянно происходят какие-то такие интересные процессы. То завихрение, то там какие-то слияния, расхождения и так далее. И вот для того, чтобы математически описать все это, придуманы вот эти вот хитрые и, на первый взгляд, очень сложные элементы. Следующий момент это вот этот вот гусь с кружочком или там. Это, тут анекдот почему-то вспоминается, что расскажите, когда вам в жизни пригодился интеграл. Ну, наверное, на научном канале такое немножко странно слышать, но вот, собственно, ответ пользователя был, что интеграл мне пригодился очень сильно, когда я уронил ключи в унитаз, а потом согнул проволоку в виде интеграла и достал этой хреновиной ключи из унитаза. Но мы-то с вами интегралом пользуемся не для этого. Мы знаем, что интеграл фактически это аналог слова сумма. И вот интегралы могут быть по, скажем так, замкнутому контуру. Замкнутый контур это, ну, господи, любую, представьте себе геометрическую фигуру и по ней проведите вот так вот обход. Это фактически будет интеграл по замкнутому контуру. Что еще? Очень часто появляются вопросы по дифференциальному интегральному исчислению и вообще, что это такое, для чего это нужно. Но тут все логично. Дифференциальное исчисление это исчисление, которое позволяет изучать ну, наверное, точки конкретные какого-то конкретного большого объекта. Если мы исследуем поле, вот в нашем случае, то дифференциальное исчисление позволяет посмотреть, что происходит в конкретной минимальной точке этого поля. А если мы говорим про интегральное исчисление, то мы рассматриваем весь какой-то объем этого поля. Берем там какой-то фрагмент. И все, что в этом поле есть, все, что в фрагменте происходит, мы с помощью интегрирования рассматриваем. Но это такие базовые понятия, которые, кстати говоря, даже в школе были. Round 3. Ну и что же, и теперь самое, наверное, важное, физический смысл каждого отдельного уравнения Максвелла. Конечно, вот те вот 10 уравнений, которые мы где-то в начале вспомнили, мы прорабатывать не будем. И после их переработки уже в большинстве научных публикаций были приведены именно 4 уравнения, и во всех учебниках 4 уравнения, поэтому нам их больше, чем достаточно. Сразу отмечу, что последовательность уравнений не влияет на смысл всей системы уравнений, поэтому можем их разбирать в любой последовательности. Итак, первое уравнение, или там одно из первых, которое я выбрал первым, будет означать, что электрический заряд порождает электрическое поле. Это следует и математически, и, как мы выясняем, практически. И только сейчас нам это кажется очевидным, поскольку раньше этот момент вызывал множество вопросов. Следующий момент очень даже важный, который рассказывает, почему вас бьет током, если вы едете на велосипеде под лэпом, или как вы можете вот так вот играться фонариком с специальным магнитным сердечником и светить потом этим фонариком. И формулируется это положение простым образом. Изменяющееся магнитное поле порождает вихревое электрическое поле. Записывается это чуть сложнее, но подразумевает это именно это. Третье уравнение еще более интересное. Оно говорит о том, что магнитных монополей нет. И вот здесь про магнитные монополи, может быть, какой-нибудь ролик сделаем, если интересно. Кстати, напишите, я посмотрю вообще, как на это откликаются. Потому что тема такая спекулятивная и... Ну, где-то она на уровне, наверное, эфира стоит. Про эфир не будем вникать, очень все там объемно, не для тем уравнений. Так или иначе,
Третье уравнение Максвелла показывает, что магнитных монополей не существует. Магнитный монополь, предположительно, это мельчайший заряд магнитный, который должен формировать вокруг себя магнитное поле. И получается еще одна интересная штука, что магнитное поле существует без мельчайшего магнитного заряда. Это важное положение. Но сейчас просто запомните, что магнитных монополей не существует, и магнитного заряда тоже не существует. Четвертое уравнение значительно более значимое и значительно более сложное. Оно описывает, собственно, но вот представьте себе, что у вас есть компот, в котором плавает вишня. И вот свойство вишни определяет свойство компота. Но представьте себе, что есть компот, в котором нет вишни, и вы не понимаете, откуда взялись эти свойства. Эту тему как раз-таки активно прорабатывал Эйнштейн, и над этой базе, ну, как бы вам сказать, сформировалось некоторое представление. Так или иначе, четвертое уравнение Максвелла подразумевает, что электрическая индукция порождает вихревое магнитное поле. Наверное, проще всего это сказать так, что вокруг движущегося заряда получается магнитное поле. Ну и, как всегда, наоборот. Итак, друзья, я надеюсь, что благодаря тому, что мы с вами опустили всю вот эту страшную, пугающую математику, оставив из нее только самое важное, вы смогли составить для себя верное представление о ценности работ Максвелла и о ценности и глобальности уравнений, которые он составил, которые он вывел. Я надеюсь, вы поняли, что, во-первых, с помощью математики можно исследовать окружающие объекты, а во-вторых, что вот эта вот хитрая система уравнений показала слияние всех законов, которые прорабатывались на тот момент физиками того времени, уж простите за тавтологию. И я думаю, что вы теперь понимаете, что вот эта вот база, которую составил Максвелл, стала не только благотворной почвой для работ Эйнштейна, где он смог и потом энергию представить как свет, и свет описать как энергию, и скорость света использовать как базовую субстанцию, и многое-многое-многое другое, но и позволило поработать в области классической электродинамики, где существует огромное закономерности и количество, которые мы используем буквально вот ежедневно в нашей непосредственной жизнедеятельности. Электрические приборы, различная техника и так далее, везде есть уравнения Максвелла. В общем-то, Максвелл это еще один Ньютон для физики. Поэтому я надеюсь, что вам было интересно. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, если не подписались до сих пор. Ну и я очень прошу вас поддержать канал про изобретения, потому что там осталось собрать совсем немного подписчиков для участия в партнерской программе. И, в общем-то, я буду очень благодарен, если вы это сделаете. Что же, с вас подписка, лайк и остаемся на связи. До новых встреч. Всем пока.